Всем привет, дорогие друзья мои подруги, с вами как всегда Алекс, и в этом видео я тебе покажу, как прокачать свой лагерь, свое убежище, построить дом, поставить туда мебель, мало того, поставить готовочку, а также прокачать полностью лагерь и даже прокачать ферму. И не только ферму, как бы у нас здесь очень-очень много уже, смотри. Здесь у нас можно окраской заниматься, ребята. Здесь можно стрижку даже делать. В принципе, у нас есть парикмахер. Для этого дела уже, то есть убежище у меня, мой лагерь прокачан. Также есть неподалеку мой дом. Да, это, смотри, дом, просто дом. И еще есть портал, я один поставил портал сюда. Убежище очень-очень круто прокачано, поэтому я сейчас поделюсь, как это все сделать. Значит, первым делом тебе, конечно, надо выполнить несколько квестов. Заходишь в дневник, репутация, смотри. Здесь у нас идут квесты, а вот здесь вот у нас идут... то есть квесты такие, воссоединение с товарищами называется. И еще не все сделано, дальше будет еще больше товарищей. Товарищи могут у тебя работать, да. Набитый сейф, тут 2000 серебра осталось. Но опять-таки не видно, сколько уже мне кажется, там уже чуть-чуть осталось. Вот, 20 тысяч единиц провизии, 5000 единиц провизии я пожаловал туда. Это все помогает прокачке. Помогает вам делать, в принципе, ваш лагерь получше. Задание сероголовых. Ну, вот это вот, значит, очень-очень важно. Здесь у вас есть просьба кузнеца, просьба, допустим, каких-то ребят, которые у вас, как ты видишь, у меня ребят здесь очень-очень много. Если у тебя есть какая-то просьба, и ты выполняешь какой-то квест, допустим, там вот раздобыть яйца и передать 5 яичек, да, и у тебя нету этого персонажа здесь, да, это тоже важно, в принципе. Вот его нигде нету, да, у тебя вот возле кухни он. Давай вернемся на главную кухню, да, лагерь большой уже, огромный, это мои псины. Вот сюда тебе подойти надо, ты, допустим, подходишь, да, его нету. Скорее всего, он у тебя в экспедиции, то есть ты можешь подойти сюда, привет, и управлять своими наемниками, значит. Вот, и здесь по имени ты уже найдешь, где он, да, если у тебя квест висит, и у тебя нету персонажа, то вот здесь по имени, в принципе, ты его можешь найти, снять с экспедиции, и он у тебя, естественно, появится, и ты ему передашь яйца, капусту, еще что-то, еще что-то. Значит, идем сюда. Со временем ты улучшишь свой лагерь до 5 уровня, да. Построишь вот такую вот маленькую фермочку, да, фермочку по выращиванию яблок, винограда, ну и где-то еще семян найдешь, ты обязательно, то есть что-то будешь выращивать. Немаловажно сразу же в прокачке лагеря это построить, у тебя будет в заданиях здесь опять-таки дневник, опять-таки здесь, кроме слухов, у тебя будет задание здесь построить, допустим, вот эту вот мясную ферму, да, она не только мясная, здесь вот собаки появляются, здесь можешь забирать их, но здесь боевые доги, забираю я по всему Crimson Desert, да, по всему миру. Здесь у тебя появится Бен, ты с ним можешь поприветствовать. Бена, видишь, я докачиваю вот этими приветствиями до максимума, потому что у него можно будет покупать скот. Также у тебя есть управление ранчо, у тебя максимум сейчас уже здесь всех, да. У меня вот, смотри, 2 петуха, да, так, смотри, вот петушок, допустим, да, я, в принципе, могу его разделать, в принципе, могу его продать, потому что ребята у меня кушают, у меня есть птенцы еще, и останется пару курочек, и, конечно, есть свинья, есть дикая коза, есть дойная корова, и не одна. Что они приносят? Они приносят, естественно, молоко, еду, ты можешь это добывать сам. Единственное, что, сейчас я тебе покажу, как это делать очень просто, не забывай заполнять вот эту вот кормушку. Открываешь эту кормушку, да, и заполняешь не то, что всякой всячиной, а желательно это яблоки, можно свекла, можно капуста, можно тыква, можно картофель даже, и овес тоже очень-очень пойдет сюда, да. Растения, цветы, они не сильно едят, в принципе, так что можешь не ложить. Желуди, кстати, желуди едят, тоже можешь ложить желуди сюда, это супер-пупер.
Томаты, в принципе, тоже сюда идет, все кроме лука. Ну и, конечно, пшеницы сюда тоже можешь добавить. Можно добавить еще фасоли. Фасоль они тоже едят. Не знаю, кто из них ест фасоль. Вот, напиши. Можно добавить батат, это тот же картофель. Вот, и они это все будут кушать. Раскидывать здесь, в принципе, не стоит. Просто можно, я не знаю, вот в эту кормушечку положить. Они здесь сами размножаются, как говорится, вот уже какая-то корова, маленькая такая дойная корова есть, да. У меня были большие, как ты видишь, это малышка, еще есть свинки, есть козочки. И сейчас я тебе покажу, как это добывать. Добывается это все очень просто. Приносишь вот сюда, вот это первое отделение. Любое животное дикое, да, кроме павлинов, павлины почему-то не работают. Здесь ты можешь их продать, вот, а здесь ты можешь их порубить на мясо. Значит, пошли поищем любое животное. Да, кстати, если хочешь коров, то, в принципе, можно вот сюда вот забежать, вот сюда с горы, как ты видишь, вон ферма прямо перед тобой. Убедись, что у тебя есть маска. Вот, они часто исчезают, да, ты фармишь золото еще где-то, то есть либо создаешь из ртути и серы золотые слитки, вот как я, или вообще просто из золотых яблок, ведь яблони рубишь и создаешь золотые слитки, да. Так, это просто пустая книга у нас, посмотрим. Маска обязательно нужна для этих дел, если нету, придется идти покупать. Но нет, вот она есть, у меня одна маска, запасись масками, обязательно одевай маску. Здесь вот такая вот фермочка есть, в принципе, и она пополняется постоянно. Самое дорогое, в принципе, это коровы. Их можно отсюда тырить и просто продавать. Ну, желательно брать где-то вот подальше. Украсть и оседлать, видишь? Вот, и заранее свалить из этой красной зоны. Также можно воровать вот эти вот растения, все, которые растут здесь. Полностью, да, сажать их у себя, либо отдавать на пропитание коровам, козочкам. Ведь если кормушка пустая, они не сильно размножаются. Если тебе надо, чтобы они размножались, чтобы это был бизнес какой-то, да, хороший, ты просто оттыришь. Вот, я вот обычно здесь перепрыгиваю. Вот, также можно тырить и диких коз. Они будут давать тебе молоко и тоже будут размножаться. Вот, курей, куропаток, в принципе, тут можно покупать. У него появляются они иногда. Вот так бежишь, если у меня ферма полная, он сейчас просто не примет меня к себе, да. Потом я покажу, как сделать дом, обустроить его. Так что не переключайся, не забывай про телеграм-канальчик. В общем, не забывай про ютубчик и твич, там проходят стримы. Будем проходить по сюжетке. Я специально по сюжетке не сильно хожу. Вот, чтобы было у нас все, как говорится, на видео, да. Вот, заходишь сюда. Обязательно всех торговцев прокачивай на максимум, кстати, которые у тебя появляются в лагере. Пробегаешь между двух щитов, если у тебя это построено, если нет, не волнуйся, выполни задание. И забегаешь сюда, вот, все. В принципе, корову он в загоне, как положено, корову он принимает к себе. Вот, в лагере всего хватает, все работают, распределись. Сейчас я тебе расскажу еще про работу наемников, это очень-очень важно. Их тоже можно прокачивать. Значит, корову загнал в загоне, все, она у тебя уже появилась в загоне. Она гуляет, видишь, собачки меняются здесь. Петушки растут, из цыплят вырастают куры. Петухов желательно продавать. В принципе, и коров тоже можно некоторых продавать с козами. Где брать диких коз? В принципе, игра тебя приведет к этому сама, как только ты построишь ферму. Напоминаю, как строить. Ты расширяешь свой лагерь, да, ты вот в волчьем лагере своем, ты расширяешь его, 2 раза нажимаешь, у тебя здесь есть задание будет, да, сводка по фракциям. Вот, и наемник, и здесь будет задание, допустим, да. Задание будет расширить лагерь. Расширяешь его, и также видишь, что у тебя потом появляется просьба поставить ферму. Допустим, просьба появляется, если так не видишь, то в дневниках появляется, вот. Все эти просьбы появляются здесь. Вот, дневник открыл, задание сероголовых, и вот просьба Найла есть еще, да. Найл попросил достать рог, чтобы изготовить из него сигнальную трубу и предупреждать с ее помощью о засаде черных медведей.
Вот нажимаешь, здесь еще, видишь, появились у меня некоторые задания, их надо обязательно выполнить. Они появились, и вот он, 102 метра, мы, в принципе, его пробегали, да, и надо посмотреть в инвентаре, есть ли у тебя рог. Вот, если у тебя нету рога, то, ну, рог у нас вроде есть, я не знаю, сколько надо сначала поговорить. Опять-таки, если этого Найла нету, да, на месте, вот ты сюда приходишь, а Найла тут, допустим, нету у тебя, значит, у тебя Найл где-то работает, ребят. Если здесь Найла нету, ты видишь, фонариком посветил, Найла нету. Значит, Найл где-то работает. Где работает, сейчас мы узнаем, где работает Найл. Вот, его надо освободить от работы на время просьбы. Значит, привет, управление наемниками. Отправка на задание, смотрим, где у нас Найл. Найл не здесь, не здесь, не здесь. Найл у нас в кузнице работает, потому что очень важно, смотри, очень важно, как ты видишь, обращение у меня плюс 44%. Это что значит? Сейчас я тебе все расскажу. Это значит, что я жертвую деньги лагеря, в принципе, в церковь. И Найл у нас здесь, да, здесь я могу отменить задание, вот я потом поставлю его, чтобы просто быстрее тебе показать. И Найл уже придет вот на то место, где мы должны будем встретиться. Да, ну, может, не сразу у тебя придет, но вот он Найл. Можно выслушать просьбу. То есть это то, о чем я тебе говорил. Да, многие ищут на наемников, где у меня пропал, пишут в комментариях там. Вот, ему надо рог. Я не знаю, сколько рогов ему надо, пока он поговорит, он скажет, сколько рогов ему нужно вот, для этого лагеря. Дальше я тебе покажу очень важные вещи, которые тебе быстренько помогут вообще здесь разобраться. Вот, да, в принципе, у меня есть уже сколько тебе надо. Один не один он, я отдаю тебе рог, и квесты на этом завершаются. Выполняя эти квесты, ты, в принципе, будешь прокачивать свой лагерь. Вот, также помогая им, постоянно здороваясь с ними, ты будешь им, видишь, Найл, доверие плюс 50 сразу, да? Ты его приветствуешь, и доверие еще будет повышаться. Вот, поэтому всех приветствует, да. Как-то оно геморройно, здесь еще что-то есть вот у нас, да, Найл доверие, здесь можно так вот включить, в принципе, просто переместиться, тоже посмотреть, что у нас здесь вот. Здесь у нас еще просьба Вернона, значит, Вернон пожелал поупражняться в рукопашном бою и попросил шерсти, чтобы изготовить пугало в качестве манекена, то есть ты ему даешь шерсть, он изготавливает манекен. Все с этим, я думаю, понятно. Отправлять наемников, допустим, на лес надо те, которые умеют рубить дрова. На камень те, которые умеют рубить камень, да, добывать камень. Значит, собак добывай, прокачивай абсолютно всех на 100%. Как ты видишь, у меня Ронни на 100%, допустим, да, я когда пользуюсь лавкой, здесь что-то покупаю. Здесь у него есть, конечно, жареные котлетки и вот это вот все, каша с овощами. Есть вода, обязательно бери воду. Вот воду, в принципе, тоже можно оставлять в кормушке. Что я хотел тебе сказать еще. Вот, когда прокачиваешь лагерь этот, обязательно следи за деревьями. Вот, выполняя все просьбы, у тебя будет просто максимально. Вообще, я умею уже много рецептов нашел, я почти не хожу к повару. Вот, но прокачивай кольца и все остальное. Здесь вода очень странно работает, но ее можно оставить, если она у тебя есть. Вот, у меня есть вода, 19 штук, я могу оставить ее здесь, но она будет все меньше и меньше становиться, так же, как и желуди, так же, как и сахар, да, я могу даже виноград здесь оставить, хотя вроде он не сильно полезный для животных, но они все равно съедят его и все равно размножаются. Не забывай продавать их, либо забивать на мяско. Это обязательно, потому что ферма у тебя переполняется. Ферма — это все твое, как говорится, можно воровать где угодно. Прокачивай Бена, я хочу очень прокачать его на максимум. Как ты видишь, здесь у нас и яички бывают. Значит, где брать это молоко, в принципе? Все с яйцами, которые вот здесь вот у тебя происходит. Также яблони. Яблони можно так срывать, если ты посадишь их, есть семечки.
Можешь прийти вот сюда, вот в свою палатку, да, не в свой дом, а просто в палатку. Вот у тебя этот сундук, и где они в лагере все добывают. Здесь можешь открыть, посмотреть. Предметы лучше хранить так, как я здесь. Вот, потому что много появится. По заданиям паутина, вот ты послал материалы для изготовления улучшения. Все, что ты послал наемников по заданию, все будет здесь, как говорится. Вот рыбалка, вот капуста, вот опять-таки пшеница. Ты это просто все забираешь. Если по рубке, то у тебя будет рубка здесь. Также здесь твои яйца, вот они, ты забираешь их, ну не твои, а куриные, да, забираешь молочко, вот, и можешь забрать рыбку. Также вот такие вот картины у тебя бывают, если ты ставишь кого-то на картины, соответственно. Значит, семена яблок, все это забрав, ты можешь пойти пополнить кормушку, чтобы заполнить ее, чтобы уже не бегать по 200 тысяч раз. Наемников отправлять, я же говорю, лучше туда, у кого есть своя специальность, какая-то конкретная специальность. И сейчас перейдем мы к самому интересному. Значит, просто бежишь сюда к кормушечке, сейчас будем прокачивать дом с тобой. Значит, заходишь сюда и ложишь опять. Как оно очень быстро уменьшается. Поэтому ложи, я не знаю, ячмень, все, что у тебя есть такое из сен, да, грибочки можно положить тоже. Пусть покушают. Редисочка тоже, в принципе, идет. Да, молоко можно не ложить. Всего это. А вот капусточку, да, капусточку и пшеницу, то, что надо. Лук я не видел, чтобы они его ели. Вот, но все, что не положишь, все они съедят в кормушке. Чем больше у тебя их, тем больше они едят. Ну и чем больше корма, тем больше они размножаются, соответственно. Значит, воровать можно все, коров, коз. Козы здесь недалеко, и, как я и говорил, по квесту тебе будет. Наемников отправлять обязательно всех, если рубка леса, пусть у него будут топоры. Ты этим самым их будешь прокачивать. Значит, смотри, Конор, это у тебя будет здесь, он сразу приветствую его, это дает еще плюс 5. Ты у него, когда прокачал на максимум, можешь покупать гранат, азурит, эпидок. И, что очень важно, серебряная руда. Она нужна, ну и золотая руда, естественно, да. Она нужна для изготовления золотых слитков будет тебе потом, поверь мне. Значит, как прокачивать этого персонажа, я тебе быстренько сейчас расскажу. Значит, подходишь, здороваешься, да. Когда здороваешься, он плюс 5 становится. Но есть кнопочка «Подарить». И когда ты добываешь золото, в принципе, в зоопарке, да, у богатых людей, там, на серебро его, то лучше в банке продавать. И вот, смотри, вот эти вот мешочки ты можешь, в принципе, ему подарить, да. Я дарю, ну, доверие уже и так максимум, да, вот, он благодарит тебя. И так желательно прокачивать каждого здесь человека. Также, когда ты идешь по второстепенным квестам, у тебя, в принципе, все получается здесь прокачать свой лагерь. Значит, Олдрик, приветствие. Вот так вот приветствуешь и, знаешь, плюс 5, видишь, плюс 5. Этого приветствуешь, тоже плюс 5. Значит, всех приветствуешь и всех плюс 5. Допустим, каждому персонажу надо дарить что-то однозначно не то. Но мешочки, смотри, опа, доверие, доверие, доверие. Мешочки идут всем, но некоторым еще, видишь, можно подарить горшочки. То есть не только мешочки. 95 из 100, все. Оливер у меня теперь на 100%. Это значит, что у него приветствия появляются у тебя, ты можешь что-то купить у него еще, да? Можешь купить краску, можешь покрасить что-то, то есть можешь что-то продать ему. Так или иначе у тебя появляются, допустим, другие абсолютно какие-то ресурсы уже, когда ты прокачиваешь его на максимум. Допустим, вот это поприветствовать, да, тут тоже почти все на 95 прокачал. Но подарить я ему могу только рецептик какой-то, да. И вот он стал тоже на 100% у меня. На 100% стал, еще раз поприветствовал, зашел к нему. Вот у него уже купить можно, допустим, будет семена яблоки и виноград уже чуть-чуть побольше или чуть-чуть по выгодней цене. Прокачивая абсолютно всех торговцев, это даст тебе какие-то бонусы. Ну и, конечно, идти надо обязательно по фракциям. Задание сероголовых и с земли рассвета ты идешь тоже.
Тем самым тебе раз постоянно предлагают улучшить свой лагерь, улучшая его до максимума, находи сероголовых, я в принципе еще чуть-чуть и буду находить сероголовых. Теперь что касается дома, давай посмотрим, что же у меня сейчас за дом. Сейчас я тебе покажу, где все достать. Вот здесь вот дом, у тебя он появляется где-то на третьей стадии, да, на третьем улучшении лагеря. У меня сейчас уже 5-е улучшение лагеря. В общем, не тяни с лагерем, улучшай на максимум. Вот обязательно, потому что на тебя будет нападать. Также я здесь сделал для удобства себе портальчик. Да, он был зарос колючками. Сейчас я тебе все это покажу. Покажу, как мы дом обставили. Здесь ведь можно готовить и спать. И здесь, в принципе, это довольно удобно. Как ты видишь, у меня даже растения стоят там, и через стенку уже, значит, растения эти забагались сюда. Давай приступим к этому. Прокачки дома. Первым делом в доме это нужна плита, правильно. Вот у нас Пайлун, Деменсис, и, значит, вот здесь я уже по квесту очутился, это Бейтгейн, значит, такой городок, и вот здесь торговец у нас находится мебельный, видишь, мебельная лавка, тебе надо сюда. Все торговцы здесь открыты, тут все было по квесту, вот, нам надо купить, грубо говоря, себе офигенную плиту для того, чтобы готовить офигенно здоровую, крутую пищу, которая регенит плюс 420, 460, 480 здоровья. И не только здоровье, но и также выносливость и все остальное. Берем, покупаем ее, дальше я тебе покажу, что делать еще надо. А сейчас идем за дальнейшими покупками. И как ты видишь, это довольно знакомое место тебе. Отсюда даже волчий лагерь твой видно. Значит, это начальная локация, как говорится, вот здесь вот у нас, возле этой речки, возле начального города есть мебельная лавка. Мебельная лавка, вот он, начальный город наш, да, магазин вклада, здесь замок, где мы начинали, и Хернан, да. Мебельная лавка здесь совсем рядом. В принципе, вот он наш волчий лагерь, и отсюда даже видно его. В этой мебельной лавке тоже продается нужное снаряжение для нашего дома, я бы сказал бы. Я много чего покупал здесь, много где был в лавках, да, здесь можно выслушать его. Опять-таки, чем больше доверия, тем больше будет в продаже интересных вещей. У меня где-то далеко продавец один прокачан почти на максимум, но там я закупаюсь интересными лампочками. В общем, эти лампочки будут тоже потом в моем лагере. Спускаемся, и здесь есть котел. Это то, что нам надо, да. В котле мы будем готовить. Покупаем его. Ну, здесь, как ты видишь, очень много еще полезного будет. Такое, больше все декоративное. Вот в котле можно что-то делать, да? Здесь все декоративное. Купили, и давай идем дальше. Нам еще кое-что нужно сделать для своего нового дома. Дальше, собственно говоря, нам надо в нашу самую первую каменоломню, там, где по квестам мы вытащили камень. Если ты не вытащил камень еще краном оттуда по квесту, значит, тебе сюда, да, конечно, рано, и, скорее всего, дома у тебя уже нет. Те, кто вытащил, значит, нам надо вниз. Просто берем крылья, летим. Нам надо вот это каменоломня. Мы здесь вытаскивали огромный валун. Вот, и, конечно же, тут чудеса бездны есть. В общем, тут я давно уже не был, но заходил сюда. Здесь появляются кругляшки. Сейчас я продемонстрирую. Я даже не буду атаковать их, вот как они атакуют. В принципе, слабенькие, так что если ты только открыл, все нормально. Не переживай. Их, опять-таки, можно лапой раздолбать. Вот, кто-то мне писал еще, Алекс, под прошлым видео, там, видно, умник какой-то, вот, их тоже надо лапой, там, 2 червяка у меня вылезло. 2 друг напротив друга. Ребята, 2 друг напротив друга, хотя бы одного надо убить. Вот видишь, как он стреляет. То есть, ну, там ХП вообще, я не знаю, там не видно даже того ХП, сколько он забрал. Здесь можно еще пальмирки позабирать, вот такой вот кругленькой. Значит, когда у тебя 2 червяка вылазят, рубить надо только мечом. Ты не успеешь зарубить вот этой лапой. Шарик можно лапой зарубить, но я где-то уже в текстуре стою. Я даже не вижу себя, он не может выйти. Но ничего, такое бывает. Как ты видишь, он фактически вообще не дамажит. Вот и все.
Здесь это просто. Просто так же, как и Абис, допустим, да, если ты дальше пойдешь, Абис, то ты не вздумай лупить его даже вот этой лапой Абис, да, потому что Абис, он сделает тебе печаль. Здесь надо сосредоточение, ну, мы его уже давно выучили, да, сосредотачиваясь, видишь вот эту фигню и бьешь в нее. Вот, когда она блестит у тебя, потому что если вот так подождать, ничего не будет. Ну, ничего страшного, можно сосредоточиться еще раз, навестись туда, вот, где оно будет, и просто разбить этот шарик, у тебя откроется проход. В принципе, так везде в Crimson Desert. Сколько комнат я не открывал, и в прошлом видео оружие получал то же самое. Здесь тоже есть шарик, вот он наводится, да, можно спрятаться за эту фигню, он не попадет. Его можно лапой. Да, когда один червяк, можно тоже лапой, ребята. Но когда червяк Абис, да, у тебя, ну, эта лапа просто отпадет. Значит, вот это вот наш портал. Забираем его, запечатываем в горшок. Просто горшок, вы, думаю, все знаете, что это. Это начальные квесты, да, то есть у нас есть еще и фабрика горшков, их можно делать. И просто выходим отсюда. Здесь где-то был еще один шарик, но непонятно, куда пропал он. В общем, ладно. Просто выходим отсюда, и дело с концом. Идем к порталу. Сейчас я тебе буду показывать, как активировать возле дома твой портал. В общем, не все так просто со змеями. Иногда их можно, конечно, лапой убивать. Да, когда они поодиночке, когда их 2-3, лапой ты не сможешь оторвать ей башку, потому что другие тебя задамажат. Вот это я и хотел сказать. Лапой в некоторых ситуациях неудобно это делать. Ну, я уже молчу про Абис червяка, да, с головоломкой, который скоро будет, наверное, на моем канале. Ну что же, вот мы в лагере уже своем, вот он наш домик. И давайте, наверное, построим портал. Портал находится вообще рядом здесь, вот очень удобно, я скажу, просто в этих деревьях. Но здесь есть колючки, да, с колючками мы знаем, что делать, просто спалим их и все, вот этим светом они палятся, здесь огня никакого не надо. Свет этот можно еще прокачать сильнее, как говорится, вот, но тем не менее он базовый, вот, работает, даже меня что-то здесь дамажит. Здесь колючки под землей еще чуть-чуть есть, видишь. В общем, палим их и потом, естественно, лезем в свой горшок. Вроде они там дотлеют, да. Лезем в свой горшок, берем его и берем, конечно же, транспортер бездны. Ну, короче, портал наш. Обычными словами, он искрит у нас, поэтому берем лапу и устанавливаем. Здесь еще у нас колючки, которые не прорисовались, не страшно. Устанавливаем его прямо сюда. Вот когда появились листики на нем зеленые, значит, ты правильно установил. Прыгаем, делаем вот такой вот прыжок, и вуаля, короче, портал у нас работает. Все, и листики куда-то исчезли сразу. Такое бывает в Crimson Desert. В общем, тут можно не переживать, все у тебя будет работать. Вот он твой портал, вот он твой дом. И дальше волчий лагерь, а здесь еще рядом можно на коз охотиться, кстати. Вот здесь бегают козы. Ну, здесь по квесту тебе будет говорить, я думаю, вообще это нет смысла. И давайте займемся. Еще кое-что докупим, да, для удобства. Как ты видишь, такие у нас прилавки, базары, торговля мебелью происходит, в принципе, по всему Crimson Desert, то есть по всему обширному миру. Он здесь очень большой, поэтому подходи к каждому торговцу и прокачивай его по максимуму. Да, этот у меня вообще не прокачан по максимуму, но находится он вот здесь вот, да. Делисия, короче, здесь уже замок, тут я уже повыполнял квесты, побегал, опять-таки второстепенные, потому что основные квесты будут у нас на ютубе и на твиче, на стриме, поэтому приходи, подписывайся, ссылочки в описании на ютуб, на твич, будет интересно. Я хочу такой диванчик, да, я это уже здесь присмотрел, здесь, в принципе, для готовки ничего нету, но здесь есть хорошие постели, вот такие вот шикарные, да, стоит серебра, конечно, но... Что нам то серебро, правильно? Если мы хотим что-то построить в доме. Сейчас я покажу, как все строить в доме. Легко, просто поставить котелок, поставить плиту, насладиться, а потом еще и ящик поставим. В принципе, там, если разработчики добавят это, потому что ящик я перенести никак не могу вообще. Значит, вот он наш портальчик. Смотри, очень удобно. Раз, и мы уже, как говорится, отправляемся с тобой просто вот в наш... Я не знаю, зачарованный дом, офигенный дом. Если бы еще можно было кастомизировать
снаружи, но пока что нельзя. Зато внутри, смотри, у меня уже здесь, ну, что-то стоит, что-то я прикупил, то, что нравилось, да. Ну, а теперь поставим еще здесь готовку, да, чтобы готовить. У нас есть вот такая вот плита, нажимаем Escape, нажимаем на плиту, вот она стоит. Стоит она ни хрена неправильно, поэтому вращаем ее вот так вот. Вот. Ну, я думаю, вот здесь как раз я поставлю, а напротив котелок поставлю. Стульчик, потом можно все это убрать. Где наш котелок? Вот он, наш котелок, ребята. Наш котелок, да, надо отъезжать. Здесь у нас стройка такая, то есть вот куда смотрит у тебя прицел, туда и ставится. Да, потом можно подвинуть. Вот котелочек будет у нас здесь. Смотри, у нас здесь свободное место для спаленки. Я сюда хорошую кровать поставил, да. Ну, там тоже будет просто, я не знаю, может там какая-то подружка моя зайдет с Crimson Desert и тоже захочет там поспать. Но, в принципе, я потом ее удалю, эту постель, чтобы спала только здесь. Короче, диванчик. Диванчик, я думаю, здесь можно примастырить. Вот видишь, куда ты целишься, туда оно и ставит. Если в стенку целишься, оно сразу забирает его. Но это такой маленький недочет. Вот сюда вот ставим. Но обустроить здесь все можно и нужно. В принципе, по квесту он тебя тоже просит поставить сюда цветы, вот, чтобы жить здесь, чтобы все обустроить. Здесь есть куча светильников, вот такие вот фиолетовые, офигенные, прикольные. На пустое место ставишь, ну, а потом задвигаешь куда-то вот под стол прямо, да, и ставишь его. Вот под столом оно будет светить офигенно. Я видел у торговцев, они тоже под столом стоят, поэтому светят очень круто. Выбираешь еще что-то, просто в дом зашел, Escape нажал, еще раз Escape нажал и выбираешь, что у тебя есть. В принципе, очень удобно, что здесь есть стройка. Вообще в Crimson Desert, я не знаю, есть все. От рыбалки, офигенные, кстати, рыбалки. Мало кто времени почему-то уделяет ей, но я уделяю. До охоты, да, кто-то писал мне в прошлый раз, почему ты одно кольцо носишь? Ну, потому что я второе хорошее не нашел. Я не хочу бронзовое или просто золотое кольцо, понимаешь? Вот, также почему у тебя один амулет, короче, одна серьга? Потому что у меня амулет от легендарного тигриного льва, тигра, да, а серьга, в принципе, тоже легендарная, в принципе, вот. Поэтому пока вторую не найду, мне там те плюс 2-3 защиты и на прокачанной какой-то бронзовой, серебряной либо золотой серьге, да не, вообще не надо мне. Вот. Вот поэтому я не... Да, я в курсе, просто некоторые люди, пишут, в принципе, но это хорошо, что пишут, да, может, я что-то и не знаю, конечно, такое тоже может быть. Crimson Desert, она обширная, и просто ставишь, смотри, еще шкаф сюда. Вот, да, но я знаю, что можно 2 кольца носить и 2 серьги, да, я в курсе, да. Я в курсе, что такое возможно, да. Я, в принципе, одел там, да, какое-то золотое, но выбил хорошее в принципе, золотое, да, но опять-таки у меня там кабан на подходе еще, кто знает, то знает, там охота на легендарных кабанов есть, кстати, да, есть такое даже здесь, прикинь, на легендарных. И на легендарных я поохотился, уже выбил рецепт себе на кабана, буду на кабане. Смотри, что здесь можно готовить. Здесь можно не просто пищу готовить в этом особом котелке, здесь можно готовить ого-го чего, понимаешь? То есть очень-очень вкусную пищу, которая восстанавливает буквально всю полосочку ХП тебе. Даже если она прокачана, как у меня, да, то есть довольно неплохо прокачана, да, полосочка ХП, тем не менее, да, оно восстанавливает. Здесь у нас попроще, здесь у нас уже посложнее чуть-чуть рецепты. И можно это сделать вот 9 штук. Прямо все можно здесь готовить в этом котле. Значит, в Ведьмовском, вот там вот дальше, я тебе сейчас покажу, что там можно готовить. Но здесь готовятся просто обалденные блюда, понимаешь? Тебе даже в лагерь не надо. Но я в лагере все равно чаще, как бы, да. Ну, дом это больше какой-то, я не знаю, эстетический вид. Но все равно, допустим, здесь, если дальше можно будет так ходить, я бы здесь и кузню поставил бы, и что-нибудь такое, да. Ну, смотри, что делать можно, да. Здесь можно делать соки, овощные соки. Короче, вот то, что восстанавливает дух, выносливость. В принципе, много чего здесь можно делать, и это очень хорошо. И разработчики постоянно выпускают патч, мне, в принципе, это очень-очень нравится. Сейчас вышло уже новое обновление. Возможно, я скоро на ферме у себя буду держать павлинов, да. Павлины, они что-то
в лагерь заносишь, и у меня они не определяются. Это жесть, конечно, какая-то. Вот, здесь есть шкафчик, да. Я не знаю, можно ли в него что-то сувать, но вроде он пустой, видишь? Вроде он пустой. Если Escape еще раз нажать, можно ли что-то туда засунуть. Есть тумбочки, вот. Я бы еще сюда обязательно перенес бы свой сундук, вот. Я думаю, что скоро в патчах будет и диванчик, на котором я бы тоже хотел посидеть. Но постель идеальная для сна. Видишь, она двойная. Допустим, подруга пришла, и я уже могу поспать. И, кстати, причесочку себе тоже я изменил, зачесал, ведь парикмахерская у меня открыта. Почти все просьбы выполнил, а это значит, скоро у нас будет еще одно развитие лагеря, и будем еще собирать волчьих, я их так называю, волчьих по всему Crimson Desert, да. Вот, сероголовых их называют, но я их волчьими, я и себя волчьим зову, да, это просто волчьи. Дом офигенно, все получилось, смотри, все поставили, лампа под столом светит, все красиво, все офигенно. Лагерь вообще близко, лагерь прокачанный, обязательно отправляй на работы, обязательно отправляй на охрану еще, если у тебя денег нету, и обязательно жертвуй деньги, серебро в лагерь. Это поможет тебе развить лагерь, смотри, он очень-очень прикольный, очень красивый, я считаю, что развились мы здесь очень-очень круто. Да, собачек я люблю, вот пособирал, еще не всех, там, кстати, овчарки на подходе, борзая есть уже, да, боевые доги, типа маленький щенок даже, вот есть, я его одел. Ну, а с вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока, до скорого, и не забывай на ютубе, на твиче стримы, увидимся там. Пока-пока.